Большинство думает, что Silent Hill — это такой городок с туманом и монстрами. И что главный герой второй части игры — Джеймс Сандерленд. Что люди, попавшие в Silent Hill, невинные жертвы, которым просто не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время. Все это правда. И одновременно нет. Silent Hill — это личный ад, тщательно персонализированный для каждого. А люди, попавшие в него, отнюдь не бедные овечки, ставшие жертвой ужасных обстоятельств. Они там не просто так. А главный герой игры — это сам Silent Hill. Чистилище для потерявшихся, отчаявшихся несчастных людей, переживающих глубинные травмы. Эти травмы — личные трагедии, скрытые за туманом, но каждому предстоит найти их, взглянуть своему страху в глаза, увидеть свои пороки, забитые в самые уголки сознания, встретиться лицом к лицу со своим самым страшным врагом — собой. Получится ли у разработчиков из Bloober Team справиться с ремейком такого культурного масштаба? Это разработчики игр 7 баллов. И Silent Hill 2 геймплейно будет игрой на 7 баллов. Может, на 8, не знаю. Расстроен ли я? Нет, напротив, я счастлив. И здесь есть два момента. Первый как раз-таки касается оценок в 7-8 баллов и о том, в какой момент мы стали думать, что семерочные игры равно плохие игры. Но это уже совсем другая тема, по которой впору делать отдельное видео. А второй — это то, что сила Silent Hill 2 в сюжете и атмосфере. А с этим, поверьте, будет полный порядок. Ведь признайте, кто играл в оригинал, что геймплейно в нем ничего не было. Это была довольно слабая игра, затащила она по другим причинам. Ну и что в итоге? А в итоге у нас будет семерочная игра с потрясающим сюжетом, атмосферой, звуком и графикой. На этом превью можно заканчивать, однако я хочу поговорить с вами о феномене Silent Hill 2, о том, как его понять, как воспринимать, чтобы получить максимум удовольствия от игры. Ну и об изменениях поговорим, конечно, тоже. Изначально я хотел сделать стандартное для себя видео о нововведениях, но изменил этот порыв два момента. Первый, по большому счету, основным отличием от оригинала стала графика и небольшие усовершенствования геймплея, и рассказывать особо-то и нечего. А второй, я смотрел ролики по игре, читал комментарии, как журналистов, так и простых игроков, и осознал банальную вещь. Подавляющее большинство этих людей совершенно не понимает, что такое Silent Hill 2, в чем была его гениальность. Такое ощущение, что люди ждут очередной инфоповод в виде блокбастера типа Resident Evil 4 или Alan Wake 2. Они критикуют то, что герой двигается как мешок с картошкой, что боевка деревянная, дизайн персонажа не такой, ну и так далее. Да и разработчики тупанули жестко, выпустив отрезок геймплея с головой розового зайца. Это худший маркетинг для такого типа игры. Люди видят внешку, фасад и лоб в лоб их сравнивают с конкурентами. Казалось бы, да, так и нужно, все познается в сравнении, однако Silent Hill 2 — иной зверь. Повторюсь, что сила игры в сюжете и атмосфере. И любой адекватный игрок, который знает, что такое Silent Hill 2 не понаслышке, который пережил этот опыт лично, усмехнется про себя и подумает, что сам составит мнение о ремейке, когда он выйдет. Это одна из тех игр, которые говорят с тобой наедине в темной комнате, затрагивая самые потаенные мысли и бросая тебя в такие глубины разума, о которых ты даже догадываться не мог. Один на один. Ты и Silent Hill. Именно так работает эта игра и никак иначе. Никакие презентации не способны показать и передать душу игры. Давайте поговорим о Silent Hill 2. И начнем издалека, с первой части. Как-то раз в гостях у друга я впервые увидел Resident Evil 2. У меня не было PlayStation, и я мог только мечтать перед сном, как когда-нибудь буду в нее играть. И вот, когда консоль все-таки у меня появилась, я пошел на рынок покупать свои первые пиратские диски. Запыхавшийся, с надеждой в глазах подросток спросил у продавца про вожделенный Resident. Но его не было на тот момент. И, видя отчаяние в моих глазах, продавец произнес заветную фразу: «Резидента нет, но есть кое-что покруче». И протянул мне диск с первой частью Silent Hill. Ну, конечно, я его взял. Как оказалось, это был переломный момент в том, как я стал воспринимать ужасы и хоррор в будущем. Интро игры я долгое время считал лучшим интро в видеоиграх в принципе, вплоть до выхода первой Last of Us. Я запускал игру своим друзьям после школы и наслаждался их реакцией. Много кирпичей я повидал за это время, но суть не в кирпичах. Суть в эмоциях и атмосфере, которые дарил Silent Hill. Попробую объяснить. Первый Silent Hill — игра с настолько густой атмосферой, что тебе как будто физически некомфортно в ней находиться. Она постоянно играет на эмоциях и, как лучшие представители хорроров, следует принципу «самое страшное не то, что ты видишь, а то, что воображаешь».
Когда рядом монстры, ты слышишь статические помехи в радио, которые герой носит с собой. Ты бежишь через этот пустой тревожный город с палкой наперевес. Ты не супергерой, ты не спецназовец, а обычный уязвимый мужик. Радио трещит, нервы на пределе, мало сказано. Но это только цветочки. Когда попадаешь в первую закрытую локацию, вот тут становится настолько жутко, что словами не описать. Контекст. Я восприимчивый школьник, подросток на тот момент. Игра на английском языке без перевода. Толком не понимаю, чего от меня хотят. Знаю лишь, что нужно найти дочку главного героя, потерявшуюся после аварии в самом начале. Локация — школа, которую не представить в самых жутких кошмарах. Я застрял на дичайшей по современным меркам загадке с пианино. Ну а гайды, напомню, тогда были только в особых бумажных книжечках, без интернета как-то проходили. И в этот момент проявилось истинное лицо Silent Hill. Ты заперт в ужасном, невообразимом месте без возможности продвинуться вперед из-за нелепой загадки. Тебе жутко, страшно. Чувствуешь себя потерянным, одиноким. Каждое движение как под водой во сне-кошмаре. Но, несмотря на все это, ты даже без какой-либо надежды движешься вперед, тыкаешься в каждую мерзкую стену, пытаясь найти ответы. Остались вы вдвоем, ты и Silent Hill. Это не локация, не просто городок в тумане, это персонаж. Так работает Silent Hill, как я упомянул ранее. Что тут говорить, первая часть игры была очень хороша, однако во второй аспект психологического давления был возведен в недостижимый абсолют. Первая Silent Hill была создана, если утрировать, мало кому нужными разработчиками Konami. Им не было места в других проектах. Некоторые новички пришли в студию, только недавно закончив универ, ну а некоторых так вообще перевели из отделов провалившихся игр. Это команда, называвшаяся Team Silent, с их игрой, которая должна была конкурировать с мощнейшими Resident Evil от Capcom, по всем прогнозам должна была провалиться. Но всему вопреки, студия выпустила один из величайших психологических хорроров всех времен. И это было лишь начало. Вторая часть Silent Hill, вышедшая всего через 2 года после первой, стала той игрой, анализа по которой выходит до сих пор. Глубокая, многогранная, мрачная, смелая. Недаром одним из основных источников вдохновения Silent Hill 2 стала потрясающая книга «Преступление и наказание» Достоевского. Игра поставила такую высокую планку для жанра психологического хоррора, которую не смогли по большому счету превзойти по сей день. Даже сами разработчики оригинала этого не смогли. Единственный человек, который понял и воплотил магию Silent Hill на экране, смог приблизиться к его величию и атмосфере, это был Хидео Кодзима со своим PT. Но это уже совсем другая история. Разработкой ремейка же занимаются поляки из Bloober Team, и в них, как и в свое время было с разработчиками оригинальной игры, никто особо не верит. Ребята выпустили до этого парочку более-менее добротных игр, но звезд с неба не хватали. А тут на них взвалили бремя разработки такого масштаба классики, за которую рьяные фанаты будут рвать и метать, что мы сейчас, собственно, и наблюдаем. Чем культовее оригинал, тем больше ответственность ложится на разработчиков. Это касается любого проекта. Справятся ли они? Узнаем. Но то, что Bloober Team очень стараются, прыгая выше головы, очевидно. Как бы ни сложилась ситуация с ремейком Silent Hill 2, совершенно точно сама студия вырастет как разработчики. Арт-директор оригинала Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока постоянно лезли к Bloober Team с предложениями изменить различные аспекты игры. Они хотели внести больше нововведений в классику, но польская студия неизменно останавливала их порывы. Я посмотрел несколько интервью разработчиков ремейка и понял, что ребята очень заряжены. Они действительно понимают игру и готовы бороться за свое видение. Это здорово, что основные и главные черты оригинала останутся неизменными. Игра строится на 3 главных компонентах: сюжет, атмосфера, звук. О первых 2 поговорим еще позднее. И на удивление хочу начать со звука. Не совру, если скажу, что чуть ли не половина всей атмосферы Silent Hill 2 базируется на звуке и музыке. Вот, самое начало игры, просто попробуйте на минуту провалиться с головой в эту атмосферу, просто послушайте.
this town. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Признайте, сопротивляться бесполезно. Так звучит одиночество, безнадежность. С помощью звукового дизайна Silent Hill 2 играет на контрастах. В один момент тебя давит неприятными звуками, гулом, статическими помехами радио, напряжение на пределе. Ты открываешь дверь и тишина. Только звуки шагов звенящие громкие. И эта тишина ощущается страшнее, чем тот гул, что был до этого. Получилась ли у Bloober Team работа со звуком? Да. Я реально заморочился, надел наушники и сел проникаться атмосферой. Все будет хорошо, с этим аспектом ремейка ставим галочку в чек-лист. Акира Ямаока, композитор оригинальной игры, также на месте. Будет как легкая переработка оригинальной музыки под современный стандарт, так и свежак. Главное, чтобы не запороли все, что касается индустриального эмбиенса. В оригинальной игре эмбиент, звуки и музыка были на совершенно нереальном уровне. Но вроде как все четко. Сюжет оригинала никто менять не будет, и это главное. Ведь сюжет — самая сильная часть Silent Hill 2. Более того, я вообще не буду ничего говорить о сюжете. Игра довольно старая, уверен, многие будут в нее играть впервые, не буду портить впечатление. Но расскажу о том, как сюжет подается. Дело в том, что игра очень сильно полагается на символизм. В ней нет неважных деталей. Все, что предстает перед тобой, имеет смысл. Даже монстры, казалось бы. Но монстры и монстры жуткие, пугают, есть во что пострелять. Секси-медсестры без лиц. Какой еще символизм? Как я упоминал ранее, Silent Hill — это отражение травм и трагедий персонажей. И поверьте, даже эти манекены с двумя парами ног — символизм. Отражение внутреннего мира героя. Короче говоря, когда будете играть, обращайте внимание не только на текстовую подачу сюжета. Получите больше удовольствия. Игра не стесняется быть взрослой, затрагивая темы, которые не принято затрагивать в нашем нежном современном мире. Она не держит вас за одноклеточных дурачков, подразумевая, что вы будете думать своей головой, соотнося факты и символы с происходящим на экране. С сюжетом все более-менее ясно, давайте перейдем к изменениям ремейка, хоть их и не особо много. Первое, что очевидно, это новая графика, и здесь попадание прямо в цель. Выглядит игра просто отлично. Фирменная цветовая гамма на месте, атмосфера на месте, технологично красиво, что еще нужно? Перед нами 5-й Unreal со всеми своими графическими плюшками. Игра выходит на PlayStation 5 и ПК, с ПК все понятно, на консоли же будет два режима, как это заведено. На 60 кадров в секунду в режиме производительности и на 30 кадров в секунду в режиме качества. В режиме качества будет продвинутое освещение Lumen, хотя разница, честно говоря, не кардинальная. Двинемся дальше. В сети есть немало критиков измененной внешности героев, но по мне все хорошо с этим. Характеры отлично просматриваются, лицевые анимации топовые. Особенно после небольшого изменения со стороны Bloober Team. Дизайн монстров очень хорош. Кстати говоря, над ним работал тот же дизайнер, что и в оригинале. Городок, помещения и окрестности были слегка переработаны в сторону дополнения и расширения, хотя общая структура осталась преимущественно неизменной. Во многие дома теперь можно зайти, расположение врагов и полезных предметов изменилось. С этим решением тоже соглашусь, в оригинале было желание немного больше погулять по городу. Добавлены новые загадки и старые переработаны. И за счет этих двух аспектов длительность ремейка заметно возросла по сравнению с оригиналом. Теперь на игру мы потратим от 16 до 18 часов при первом прохождении. Это в 2 раза больше, чем было в классическом.
Самым слабым компонентом Silent Hill 2 2001 года была боевка. В ремейке ее заметно допилили. У врагов появилось больше движений, а Джеймс научился уворотам, и теперь можно стрелять в разные части тела монстров. Как по мне, экшен не топовый, но вполне достойный. Бить ломиком монстров будет точно интереснее, чем раньше. Озвучка персонажей полностью новая, сужу по роликам, мне нравится. Хотя, опять же, многие критикуют, приводя в пример старую. Споры среди поклонников не утихают на этот счет. Кто-то говорит, что оригинальная озвучка как будто сделана начинающими актерами озвучания. Она дубовая, а кто-то, наоборот, утверждает, что эта фишка такая была, когда актеры либо не доигрывали эмоции, либо переигрывали. Ну не знаю, по мне старая озвучка реально дубовая, в стиле 90-х, уж простите. Удивительно то, что критикуют каждый измененный аспект ремейка, но это ожидаемо. Как и следующие изменения. Точки сохранения подсвечены красным, и в момент сохранения Джеймс смотрит прямо в камеру. На мой взгляд, очень крутое решение, в оригинале было похоже, что тут может не понравиться, не понимаю, но некоторых людей хлебом не корми, дай поныть иногда. Двигаемся дальше. Элементы UI-интерфейс можно будет отключить полностью для максимально кинематографичного погружения. А для ностальгирующих игроков можно будет включить особый фильтр 90-х. Пропустим мимо ушей тот факт, что игра вышла в 2001, но 90-е так 90-е, кому-то точно пригодится. Ну что же, в общем-то из основных изменений это все. Не густо, но, на мой взгляд, направление выбрано правильное. Будем ждать. Silent Hill 2 выходит 8 октября на PlayStation 5 и ПК. Не слушайте критиков. Если вас заинтересовала игра по описаниям, дождитесь и попробуйте сами. Поверьте, вас ждет удивительный опыт. Если не играли ранее, эта история совершенно точно не оставит вас равнодушным. Ну а если играли, вы переживете ее снова, но на новый лад. Плохо не будет точно. Лично я в предвкушении дам шанс Bloober Team меня удивить. На этом на сегодня все. Видео получилось длиннее, чем планировалось, но надеюсь, вам было интересно. Если ролик понравился, вы знаете, что делать. Это будет приятно автору, то есть мне, а также поможет развитию канала. Времена неспокойные, кто знает, куда в будущем придется выкладывать видео. Поддержите меня также на других платформах, ссылки будут под роликом. Спасибо, что смотрели. Это канал Платоси. Всех обнял, мира и добра вам. Пока.